Друзья, всех приветствую на канале. Сегодня мы с вами погрузимся в царство низких частот и послушаем вот эту гитару Schecter Omin Elite 8 MS. Итак, для начала обратимся к названию. Там есть 8 и MS. Что это все обозначает? 8 — это значит струн, а MS — это мультискейл, то есть гитара у нас мультимензурная. Ну, впрочем, вы, я думаю, уже и сами догадались. Ну, надо только длину мензуры уточнить. Это 25,5 на 27,5. И, на мой взгляд, у нас тут был некий холивар с нашим оператором, мы спорили про мензуры. Как по мне, вот 27,5 для 8-струнной является эталонной мензурой, потому что есть, например, гитары, ну, допустим, Strandberg, да, у них на первой струне 26,5, на восьмой, кажется, 28 или 28,5, что-то такое. И вот на них, когда играешь, там прям тяжело. Особенно вот аккорды какие-то широкие поставить на первой струне, там надо руку раскорячивать, гитару вешать куда-нибудь сюда под шею высоко прям. И на басовых струнах, в общем-то, какие-то широкие интервальчики пилить, ну, тоже тяжело, поэтому для каких-то задач, для каких-то пальцев, ну, мензура по длине подойдет. Ну, для обычного человека, для сложных партий, вот 27,5 является оптимальным. Ну, и опять же, калибры струн надо тоже адекватные подбирать. Совсем уж тонкие или совсем люто толстые ставить сюда, конечно, не стоит. Теперь для любителей деревянного вопроса пару слов. Значит, корпус гитары сделан из красного дерева, топ из капа, гриф кленовый и накладка на гриф из палисандра. Ну и что у нас тут по звучкам? Schecter Еретик называются датчики, 8-струнные, что характерно. Громкость тон и 5-позиционный переключатель, что тоже очень будет полезно. По поводу вот этой 5-позиционной конфигурации звучков, в принципе, мы вот на записи попробовали, даже хватило бы, наверное, и 3 для всех основных функций, по крайней мере, куски, которые мы писали, мы записали фактически на бридже, среднем и на нековом там кусочки были. 2 и 4 по традиции проваливается немножко в миксе, и, соответственно, для каких-то ситуаций на записи, наверное, будет нормально, но для лайва скорее нет, потому что эти позиции, они просто утонут. Ну и то же самое с отсечками. Это, на мой взгляд, для такой гитары уже лишнее, потому что инструмент 8-струнный, ё-моё, да, это как бы гитара мультимензурная, 8-струнная, со злющими достаточно звучками, с мощным выхлопом, и как-то там прикапываться к ней в плане того, что она что-то там стратокастера какого-то не выдает, да и как бы от нее этого и не требуется. Гитара вот именно в своем функционале играть металл, она очень даже неплохая, читаемая. Ну, на миксе сами на примерах все это услышите. Поэтому по конфигурации в плане датчиков и мензуры к инструменту вопросов нет. Все как раз-таки, на мой взгляд, идеально. В отличие от 8-струнов с прямой мензурой, на которых я просто категорически играть не могу. Ну, вот у меня были в обзорах некоторое количество инструментов, те же самые Schecter, Ibanez, там еще какие-то. Когда мензура прямая, я, честно говоря, в обзорах, вот на съемках страдал. Здесь гитара максимально кайфово, в плане вот доступов, смен позиций и так далее, все прям очень хорошо. Ну и по традиции там баланс, ну немножко гитару перевешивает, мензура удлиненная, поэтому с ремнем придется играть, ну либо, не, тут без вариантов, на самом деле, локтем ее придется поддерживать, поэтому ремень, в общем-то, здесь обязателен. Доступ в верхнюю позицию очень хороший, ничего нигде не застреет, то есть можно на 25-й лад нажать, если бы он тут был.
качеству сборки, по тому, как все подогнано, прилизано, вылизано, в принципе, Schecter, вот сколько я гитар не снимал, к ним никогда вопросов не было, все было аккуратненько. Ну, естественно, бывают там эксцессы, когда после полугода-года у гитары немножко начинают торчать лады. Это, в принципе, у любого инструмента, который меняет местоположение. Там эксперты, я думаю, расскажут, из-за чего лады вылезают. Но, в общем, здесь гитара, уж не знаю, сколько лежала на складе, все прям отлично, все подогнано. К инструменту вопросов, в общем-то, никаких. Отдельно хотелось бы похвалить профиль грифа. Я вот по старой памяти так иногда вспоминаю Schecter C8, старенький, беленький, с таким вот черенком от лопаты. Ну, там, точнее, в контексте 8-струн там целое бревнище было, на котором очень тяжело играть. У меня не сильно длинные пальцы, поэтому руке некомфортно. Мне нравится более тонкий гриф. Вот здесь как раз гриф в духе Ibanez, то есть он такой пилильный, удобный, не сильно большой радиус, поэтому тоже обратите внимание, кому-то подойдет, кому-то нет, но, на мой взгляд, гриф там такой максимально для шреда предназначен. Обязательно пишите в комментариях все, что думаете об инструменте. Достаточно ли в 2023 году 8 струн, или уже это old school, я бы сказал, или надо 9-10, и вот это вот все. Ну и, как обычно, лайки, подписки, колокольчики. До встречи в новых видео. Всем пока. Ну и прощание. Да подожди, ты еще, может, я скажу. Хорошо. Вот. Кому вообще заходит толстый гриф, я не понимаю. Старым плюсменам или там чувакам с такими клешнями. Отсечки нет? А я подергал в процессе. Ну ты ведь тоже там есть отсечки. А их и нет. Их и нет. Нет. Кнопки-то на MacBook, ну нажимайте, давай.